Смотрите, друзья, вообще... Друзья, привет! Всем привет! Ну что, мы сегодня приехали на то место снова, вот, которое, да, вот, которое ведет на кладбище домашних животных. И, собственно, остановились у того самого пенька, где сидела кошка. И мне вот интересно... Решили замерить электромагнитником. Да, пока все по нулям. Пока по нулям, да. Никаких возмущений нет. Да. Вы нас спросили, мы приехали. Я сомневаюсь, что здесь что-то есть. Оставим. Ну, показания на нулях. Ну а сейчас мы отправимся в то место, где в прошлый раз наш антирадар поймал сигнал лазер. Поехали. Итак, друзья, мы сейчас подобрались к тому месту, откуда, собственно, начались вот эти сигналы на антирадаре. То есть, вот смотрите, вот дорога, также лес, кладбище. Вот сюда мы повернули. Дальше тоже кладбище, ничего там нет. И что здесь могло сработать, непонятно. Здесь, посмотрите, ни проводов, ничего вообще. Кроме кладбищ, ничего. Чисто, ну правильно, потому что и время-то еще не позднее. Вот сейчас мы попробуем замерить электромагнитником. Какие-то стуки где-то. Слышишь? Что это? Поезд, что ли? Это не поезд, там нет поездов. Не знаю, что за стуки странные. И тише, смотри. И все, исчезли, прикинь. Там лес. Там вот там за кладбищами лес. Да, там все тупик. Там ничего нет. Друзья, вы прислушиваетесь к звукам тоже, потому что вот сейчас мы снимаем, можем не слышать того, что может записать камера. С этим кладбищем явно что-то не так. Серьезно. Друзья, кстати говоря, сейчас, когда мы сюда направлялись, повернули на этот поселок, и буквально вот только начался лес, мы видели, там стоят эксперты, криминалисты, открытый чемоданчик, и что-то они там ходили, искали. Представляете? Похоже, кого-то здесь снова убили. Вот такой кошмар. Снимать не стали, все-таки как-то, ну, неловко снимать экспертов. Ну, тем более проехали-то быстро. Вон там едет кто-то на велосипеде, видите? Вот сейчас только с кладбища вышел. Не успел снять. И куда-то в сторону леса поехал. Подозрительно. Фух. Друзья, вы знаете, вот если честно, да, ощущение неприятное. Вот идешь и прям жутко. Даже, ну, день вроде. Ну, не день уж, сколько сейчас, наверное, часов 7 доходит вечера. Но жутко такое вот прям. Не знаю, почему. И с чем это связано. Наверное, с энергетикой кладбища и леса. Я говорю, что-то здесь происходит ночью. Что-то здесь как-то... Вот именно ночью. Да, да. Пока, но электромагнитник до сих пор молчит. Молчит. Сейчас я посмотреть хотела. Это понятно. Это я просто с дороги увидела вот это вот огромный такой
ну, как сказать, это... Я даже не знаю, как это назвать. Но это наверняка цыгане. Золотарева. Ну да, наверняка цыгане. Они в основном такие шикарные памятники делают. Типа часовенки. Петенька. Жутенько здесь, друзья, очень жутенько. Друзья, посмотрите. Вот мы сейчас около этой мастерской. Вот кладбище. А вот и кошка. Но только не черная. Что здесь делаешь? Ну вот, значит, все-таки здесь живут Вот хранители. Вот такая вот кошка. Кисенька, Кисенька ты здесь живешь? живет она. Вот такая вот. Вот такая Милая, ласковая девочка. девочка. Бери немножко. Ай, ты хорошая. Ай, ты сладкая. Знали бы, так взяли что-нибудь. Ну вот такая вот ласковая девочка. Девочка. Вот она. Значит, жених у нее может быть как раз тот самый черный кот. А, это венки закрыты. Вот, здесь венки продают тетеньки весь день. А потом их вот так закрывают. Вот здесь вот мы услышали. Мы вот хотели пойти по этой аллее, но там что-то стукнуло. Что могло стукнуть, непонятно. Здесь ничего как бы такого нет. Но стукнуло конкретно там, поэтому пойдемте немножечко прогуляемся. Ну, друзья, ну что здесь вот могло стукнуть? Смотри, вот ветка висит. Могла она вот так упасть и переломаться? Ну-ка, давай-ка сбрось-ка ее. Просто стукни ей по ограде, да. Ну вот кидай ее вот так хотя бы. Ага. Ага, давай. Давай. Да, она за нами бежит. Нет, она явно так не стукнет. Нет, нет, это точно нет. Вот выход там, да? Вот ориентировочно стукнуло где-то здесь. Непонятно. Я думала, может... Какой пик был? В смысле? Электронный какой-то звук. Электронный звук? Фу, блин. Жуть, уже начинается какая-то жуть, честно. Нет, я не слышала, Тань. Да вообще никаких звуков не слышно. Ну, как будто, знаешь, как какую-то кнопку нажали. Знаете, когда время стало приближаться к сумеркам, снова стали слышаться какие-то голоса, которые пробивались сквозь наш разговор. Но у меня ничего нет, у меня даже с собой телефона нет. Нет, у меня тоже нету фотоаппарата и все. Ну, фотоаппарат нет там. Смотри, здесь есть вот такой выход. Кто-то мог где-то здесь стукнуть, по идее, выбежать вот сюда, в этот проход, и пойти за нами постучать там. Кстати, тоже мысль. Но почему мы не слышали шагов? Так, здесь уже кончается кладбище, Тань. И начинается лес. Туда идти уже вообще нет смысла. А вот на этом месте я бы хотела особо заострить ваше внимание. Это поистине очень жуткий и в то же время мистический момент. Я, конечно же, усилю звук и почищу шумы, но очень вас попрошу надеть наушники и хорошенько прислушаться.
Когда мы на монтаже это услышали, честно, у нас аж волосы на голове зашевелились. Смотрите, а главное, внимательно вслушайтесь. Не до, не после, а именно в тот момент, когда прибежала кошка и начала ласкаться о крест, на видео записалось, как бы это сказать, словно зазвучало церковное песнопение. Скажите, друзья, разве такое может быть? Или это только нам показалось? Правда? Очень жутко. Хорошо, что там было тихо, и мы это услышали лишь при разборе видеоролика. Смотрите, смотрите. Она ласкается об крест. Смотрите, как интересно соприкосновение смерти и жизни. Скоро у нее родятся котята, а она живет на кладбище. Она ласкается об крест. Смотрите, как интересно. И, друзья, вообще все по нолям. Я не знаю. Пока здесь тихо, вообще никаких возмущений. Странное дело. Сюда приезжает машина. Вон сюда в лес даже едет. Видите, друзья? Я сейчас уберу камеру. Куда же едут эти машины? Вот смотрите, одна из них у нас на глазах заехала неведомо куда. Лично мы не понимаем, что они там забыли. Дальше там тупик. Ну, если предположить, что по естественной нужде, то, пардон, зачем ехать 3 километра лесом, чтобы заехать в лес? Что же за нужда такая? А если, ну, немедля захотелось романтики, то да, лучшего места для интимной обстановки и на целом свете не сыщешь. Где по одну сторону кладбище домашних животных, по другую обычные кладбища, а впереди вообще тупик и лес. В общем, дело тут ясное, что дело темное. А как думаете вы, друзья? Какие будут ваши предположения? Пишите в комментариях. Да, посмотрите, нас кошка охраняет. Она всю дорогу с нами теперь ходит. Что? Ну, не исключено, что тот кот тоже местный. Раз есть кошка, и она еще и беременная. Вот, мы пошли в обратном направлении, сюда. А стук был здесь. Соответственно, кто-то должен был выбежать вот отсюда и пойти за нами, чтобы очутиться вот там, на кладбищах, и стучать. Но как он это сделал, обогнав нас? Здесь, посмотрите, сплошной забор кругом. И вход есть только там, где были мы. Там дальше лес. А там дальше лес. Ну, короче, вообще бред какой-то. Очень странно. Либо в разных местах сидели разные люди и пугали нас, да? Вот стало совсем смеркаться, и мы решили поехать домой. Но так как машина у нас находилась в метрах 50-70 за территорией кладбища, мы всю эту дорогу шли и одновременно проверяли магнитник на активность. Было по нолям. Но как только мы дошли до машины, он вдруг сработал. Причем его так зашкаливало, будто кто-то хотел нас атаковать. Может быть, мы снова поймали ту самую аномалию, которую в прошлый раз уловил наш радар-детектор.
Нет, смотри, быстрее, быстрее, быстрее. Смотрите, друзья, вообще. Что здесь такое? Что это было? Я не знаю, что здесь такое. Я думаю, что здесь нужно диктофон оставить будет, записать. Вот смотри, вот сейчас, Сейчас тихо. ничего нет. Мы даже от места не отошли. Да, мы просто стоим. Скорее всего, кто-то пришел. Или пролетел здесь кто-то. Либо что-то здесь случилось. Ты вообще не У меня фонишь. прям пищит в ушах сейчас. Ты не фонишь. Ну я не абсолютно. фоню, как я могу фонять? Друзья, снова сейчас отключаюсь, и у нас зашкалило. Я прям даже, честно говоря, боюсь отрываться. Что это может так фонить? Все, что есть, все ставь в машине, сюда не вытаскивай. Да, да. Конечно. Оп, 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 оп. Опять. Да, вот я стою на месте, друзья, вы видите? Смотрите, что творится. И опять по нолям. Вот. Для Жесть. интереса проверяем. Нет ничего. Нет, не фонит он вообще. Не фонит абсолютно. Он и не будет фонить. Нет, нет. Всё. Друзья, вот как вы думаете, что это вообще такое может быть? Аномалия? Реально с историей, но мы даже вот сейчас... Я вот честно, я чувствую тут сильную растерянность. Я и вообще не знаю. Ну да. Вот смотрите, вот скажем так, мы как бы находимся сейчас за территорией кладбища, но кладбище вот в 50 метрах от нас примерно, ну может в 100, да, вот буквально, ну я надеюсь вы его видите, вот буквально вон там березы стоят, вот за березками, вот, а здесь все, здесь остальное вот лес, я уж не убираю электромагнитник, сори, у меня уже язык заплетается, потому что я что-то как-то немножко напряжена. Вот. И как бы вот я еще раз повторюсь, мы за территорией кладбища. Значит, история вся вот эта вот, весь негатив, аномалии и прочее вот в этом лесу. И скорее всего все, что происходит, какая-то мистика, это, наверное, даже не с кладбищем связано, а с этим лесом. И реально от него какая-то жуть прям. Реагирует на меня. Подожди, около машины тут что-то. Может, это, конечно, тень. Но на машину тоже посмотри. Так, вот была, вот сейчас была ты, а это непонятно что. Так, давай верти камерой. Сейчас я сделаю так. Пока закрою машину. Друзья, смотрите, сейчас может что-то покажет. Ты крути туда-сюда, что-то на меня. Нет, Ну, ты сработала? я сработала. Так, друзья, вот уже вообще темнеет очень сильно. Мы как раз таки сейчас поставим диктофон на этом месте, где у нас показало магнитное поле, ну, зашкалило. Попробуем потом разобрать, посмотрим, что получится.
Так, давайте еще раз замерим на всякий случай. Просто на всякий случай. Друзья, уже темно. Я боюсь, что камера плохо снимает, а фонарь доставать, ну, как минимум неудобно будет. Ну вот видите, сейчас пока ничего. Дальше идти, ну дальше вот, пожалуйста, вот там кладбище уже, ну, там было тихо и спокойно. Прыгает только температура, но это незначительное показание, это ветер. К сожалению, друзья, нам что, опять Здесь есть. есть? Вот конкретно здесь что-то, смотри, что. Здесь есть. Хоп, и исчез. Я думаю, все-таки, если здесь что-то такое аномальное, а чувствуется, реально чувствуется даже вот по состоянию, то диктофон должен был записать. Друзья, сейчас мы сделаем фотки и поедем домой разбирать видео. Думаю, самые Всё, яркие ладно. фотографии мы Да, выложим. друзья. Вы посмотрите, тут Да. полно орбов. Ладно, сейчас мы сядем в машину, там запишем, я пока отключусь. В общем, простите за качество съемки. Дело ведь в том, что мы днем поехали и вообще не планировали оставаться до темноты. Мгм. Мы хотели как бы вот до сумерек, в сумерки поснимать, там походить с электромагнитником и поехать. А получилось так, что остались до темна и... Итак, по традиции обязательно досмотрите видео до конца. Если мы что-то услышали, мы это выложим аудиодорожки. Если вы что-то увидели, что-то заметили, обязательно пишите в комментариях, потому что это важно. Результаты были. Здесь аномалий хватает. Хватает. В общем, друзья, пока. Спасибо вам большое за Да. просмотр. Оставайтесь Спасибо с нами. огромное. Вы лучшие. Пока. Помните об этом. Мы вас любим. Пока-пока. Пока.
это все, что можно было разобрать с записи диктофона. Если честно, то голосов было на этот раз очень много, даже слишком много. Нигде еще такого не было. Чуть меньше половины записи разобрать было совсем невозможно из-за того, что один голос перебивал другой, другой перебивал третий и так далее. Получалась просто какофония, из которой невозможно было ничего вытащить. Но то, что получилось, вы уже, надеюсь, услышали. Всем большое спасибо за просмотр. А если поставите лайки и подпишитесь, те, кто смотрит без подписки, будете вообще молодцы. Ведь на нашем канале все подписчики только самые лучшие. Ну что ж, до новых встреч, друзья!